Итак, здесь абсолютно все просто. Правила для наших девушек ничем не отличаются от правил, по которым соревновались только что наши мужчины. Нас ждет первый раунд, четвертьфинал, в котором выступит 10 спортсменок, по 5 участниц в каждой разминке. Ну что ж, хватит уже томительного ожидания. Давайте поприветствуем первую группу фигуристок. Внимание, уважаемые дамы и господа, встречайте участниц первой разминки. На льду Дарья Садкова. Алиса Двоеглазова. Камила Нелюбова. Мария Елисова. Камила Валиева. Разрешена трехминутная разминка. Продолжается соревнование чемпионата России по прыжкам 2026 года. И девушки на льду. Их 10 человек. В первой группе участниц 5 спортсменок вы увидите. Тем не менее, этих 10 участниц в полуфинал выйдут 6. Значит, конкуренция здесь чуть-чуть пониже, но зато красота, элегантность и все другие преимущества женского одиночного катания и женских прыжков, конечно же, для вас, дорогие зрители. Миш, как бы ты сказал, в чем разница между женскими и мужскими прыжками, прежде всего? Наверное, в сложности. Потому что девушки вряд ли будут прыгать четверные флипы, четверные ридбергеры в таком количестве, в котором прыгали мужчины буквально 15 минут назад. Но элементы ультра-си все равно будут присутствовать. Камила Нелюбова разминала тройной аксель. Алиса Двоеглазова, я видел на тренировках, она прекрасно выполняла четверной луц. Дарья Садкова с четверным тулупом. Мария Елисова с тройным акселем, Камила Валиева с четверным тулупом. После такого долгого перерыва возвращаться — это особый, наверное, мандраж и особый кайф, когда домашние трибуны настолько тепло поддерживают своих спортсменок. Честно говоря, вот даже не знаю, как это передать зрителям, которые смотрят нас в трансляции, потому что здесь нужно находиться, вот чтобы это все чувствовать буквально кожей. Ну, знаете, Навка-арена не резиновая, а вот эфир Первого канала, он резиновый и вмещает какое угодно количество людей. А Навка-арена, видишь, забита до отказа, здесь негде яблоку упасть, и в фойе негде протолкнуться, и на трибунах все полным-полно. А как Маша Захарова? Маша Захарова наш новый бронзовый призер чемпионата России. Маша Захарова будет во второй разминке. Мы о ней поговорим попозже. А Камила Валиева у нас здесь главный ньюсмейкер, человек, которого мы не видели так долго, что не просто соскучиться успели. Ну, шикарно. А просто не представляли себе, почему. Мы не могли понять, а почему мы вообще должны жить в этом мире фигурного катания без Камилы Валиевой? Почему? С какой стати? Мы хотим, чтобы она вернулась. Совсем чуть-чуть вот не хватило, да, чтобы ей вернуться прямо на чемпионат России. Дисквалификация случилась вот в аккурат по окончании этого ключевого турнира сезона. Но он закончился, и здесь огромный праздник, огромные
транспарант на трибунах. И все ради Камилочки и ее возвращения. И пусть все будет у нее и дальше хорошо. А мы будем смотреть и наслаждаться, волноваться. Но, конечно же, это в первую очередь соревнования. Нужно собраться, всем показать то, на что они способны. И первый из них будет Дарья Садкова, спортсменка, которая была призером чемпионата России в прошлом году, в позапрошлом, точнее. Здесь на турнире по прыжкам пока что высоко не поднималась. 8-е место у нее было. Но все впереди. Четверной тулуп. Красиво. Красиво. Мы так немножко замерли, да, в ожидании этого Нервно прыжка, очень. потому что у нее такое, она далеко ехала к этому прыжку. Очень долго, да, В отличие от готовилась. мужчин, которые прямо секундомер включается, и они уже сразу прыгают. Двойной Здесь, к луц. сожалению, двойной, но есть возможность повторить, попытку повторную сделать. И она тут же это делает и без выезда. Можно попробовать сделать что-то еще. Осталось всего лишь 20 секунд, и нужен каскад. Луц, Оллер, Сальков. 2 тройных через Уэллер. И, может быть, еще успеет прыгнуть. И флип на последней Успела. секунде. Но вопрос качества. Ну, посмотрим. Ну вот, немножко по-другому начинается у нас, да, соревнования девушек. Не так, как случилось с Дики Джи, который вышел и все сразу напрыгал. И еще и остался первым до окончания соревнований сегодняшних. Ну, ничего, ничего. А здесь атмосфера отличается. Вот Даже музыку завели немножечко другую, чем у мужчин. Она более такая свинговая. Алиса Двоеглазова уже готовится вовсю. Мгм. Так, ну а Просто- сейчас замедленные повторы Дарьи Да. Садковой. Четверной тулуп, высокий, пролетный, чистый. Да, и такой вот он очень элегантный. У нее этот был прыжок. Тройной луц и степ-аут. Честно говоря, Перепрыжка. было полное ощущение, что сейчас вот еще будет после такого прекрасного начала еще несколько каких-то вот красивых, мягких, спокойных. Нет, оказывается, видишь, нервы и не пошло. Здесь чуть сорвала, там чуть сорвала. И вот флип буквально на последней секунде из положения пистолетика, волчка уже вытаскивала. Дарья Садкова за исполненные элементы набирает 26. Дарья набирает 26 баллов, и тут, От этого будем отталкиваться. да, не такая высокая оценка. На лед приглашается Наверное, Алиса у Двоеглазова. Алисы Двоеглазовой, которая выступает следующей, все шансы сразу перебить эту оценку. Все-таки она обладает четверными прыжками и луцем, и Четверной тулупом. тулуп. И вот с него и начинает. Кстати, Алиса была бронзовым призером этого турнира 3 года назад. Как время-то летит. Даем ритм Алисе для исполнения. Теперь Четверной луц, Оллер Луц и тройной салько. Вот это да. Тройной луц. И Ну, целых здорово. полминуты осталось, и можно еще поработать. А четверной луц, тройной сальхов, вот такой каскад, достойный мужских соревнований, да? 18 баллов она за него получает. О как. Итак, 10 секунд. Хороший берет разгон. Нет, сорвала все-таки. Нет, все уже сделала, что нужно. И так сделано немало. Вон какие Какой баллы набор. были набранные, да. Набранный набор. Кто у нас? Вообще замечательно. Также
из девочек, пожалуй, никто. Посмотрим. Четверной Луц в этой группе прыгает только Алиса. Начала она с четверного тулупа. Немножечко кивнула корпусом на выезде. Поэтому ушла в зубцы. Но прыжок был хороший, высокий. И поэтому все-таки надбавка от судей идет. И Луц Олерсальхов, ну, тут вообще говорить даже не о чем. Причем Тройной Луц. исполнение вот этой комбинации, знаешь, у некоторых иногда бывает, что с этим Ойлером не поймешь, что он вывалился из прыжка, что, или он все-таки спасал, Ойлер или сделал. сделал. Да, Да. здесь все четко сделала. Да, Ойлер, Сальхов, прям замечательно. Утренняя тренировка у Алисы прошла, наверное, очень грамотно, вот так вот по нарастающей. Ага. 34 балла. Классно. Отличный балл. Это первое место. Ну а вслед На лед за приглашается Алисой Камила Нелюбова. Нелюбова. Ого. Тройной аксель Ойлер. Тройной Сальхов. С ошибочкой на выезде, но аксель был хороший, Да. чистый. Это, наверное, один из немногих акселей чистых. Я увидел от Камилы. Мы еще запомним этот аксель, потому что он был Тройной сделан Луц. прямо перед нашей комментаторской позицией. И она, кстати, тоже молодец, очень быстро включилась, как только секунды пошли. Вон еще 50 секунд, она уже 2 элемента сделала. Ты видишь, из-за выезда на Сальхове невысокие оценки от судей. Так вот, казалось бы, второй, да, прыжок, в нем дело, а балл 1 на весь каскад. Да. И она это тоже прекрасно понимает, потому что огромный экран, и Пыталась она сделать тут же Сальхов видит еще один. оценки от судей, и она может быстренько принять решение, пойти на риск, там, переделать каскад аксель Сальхов. Нет, не получается сделать лучше. Сделала аксель. И тройной флип. Ну, вот, немного обидно, потому что так все началось как будто бы мега надежно, да, вот этот аксель. Он дал нам надежду, что сейчас прям все можно аккуратненько разложить в этом выступлении. Нет, нет. Дальше посыпалось, к сожалению. Да, все-таки сложность минуты все-таки 15 она давит на мозг, да, Очень сильно давит. Это вот действительно такой вот трудный барьер, который нужно преодолеть спортсменам, что за минуту 15 ты должен сделать максимум. И если ты не сделаешь за минуту 15, то все, на этом, можно сказать, соревнования закончены. Слушай, а если сравнить с произвольной программой в минуту 15, сколько обычно? Четверть программы. Сколько элементов, Чуть сколько больше. прыжков делают? Ну, тоже 3 прыжка, 2-3. наверное, и делают. 2-3 прыжка. Иногда 2. Да, если это какие-нибудь сложные, там, например, 2 четверных тулупа, если мы берем произвольную программу девочек, то за минуту 15 можно сделать 2 тулупа. Начало, разбег, 2 тулупа и все. Но тут побыстрее, конечно, нужно. Все-таки нужно тактически закладывать так, чтобы успеть сделать что-то важное. И если что-то не получилось, еще успеть допрыгать. Ну да, получается, нагрузка-то чисто прыжковая, посильнее, чем в программе, да? Ну и 24 балла – это 3-е место. С небольшим отставанием от Дарьи Садковой. На лед приглашается А теперь Мария Елисова. Дебютантка этого турнира. Обладательница, да. И тут же попытка выполнить тройной аксель. Она сегодня с утра на тренировке тоже с ним боролась долго, настраивала. Потому что по ходу сезона она еще в интервью говорила, что самое сложное для нее – это настроить голову. И вот тут же сбросила первое такое напряжение, пошла и сделала аксель Олер Сальхов. Как будто даже первый не имел значения. То есть, значит, так, сейчас я быстренько сделаю бабочку, потом соберусь с головой. Ну нет, конечно же, но... Еще аксель. Ах. Ну,
Что поставят судьи? Минусы? Да, минусы. Минус 80 сотых. Но, тем не менее, никто же не знает, как остальные отпрыгают сегодня. И тройной луц. Чистенько. Что-то еще хочет Да. прыгнуть. Нет, уже все точно. Все. Не успела. Хотела еще один аксель сделать, судя по заходу. Да, вероятно. Ну что же, уже на льду сейчас Камила Валиева, и трибуны уже начинают давить. А мы смотрим повторы выступления Марии Елисовой, ученицы Екатерины Моисеевой. Тройной аксель. Оллер. Тройной Сальхов. На мой взгляд, аксель все-таки был немножечко недокрученный. Сальхов был чистый. Ну, посмотрим, что скажут судьи. Вот этот аксель был чище. Но он был с ошибкой, поэтому за него она не очень много получит. Тройной луз чистый. Но вопросы по ребру. Все-таки, если уж мы сейчас смотрим на техническую оценку, на техническую сторону фигурного катания, на прыжковую, Да, то здесь тут уже уже все надо делать четко. Ребро было все-таки Как неясно. правильно сказала Женя Медведева, здесь нельзя спрятаться за музыкой и хореографией. Это правда. Смотри, третья на данный момент чуть-чуть обогнала Нелюбову. И, ну что ж, исторический момент. Встречаем на прыжковом турнире. Да! Четверной тулуп! Вот это возвращение! Поздравляем, поздравляем. Ну, она, кстати, чемпионка этого турнира 23-го года. Тройной луц, Оллер, тройной Сальхов. Светлана Соколовская, ее тренер, и местный на этой арене руководитель школы. А как трибуны-то поддерживают. Тройной луц. Очень все солидно и основательно. Еще осталось 20 секунд, можно еще поработать. Что-то, мне кажется, как раз ей Светлана Владимировна посоветовала быстренько еще сделать. Тройной флип. Красивый выезд. Очень красивый. Стоило того, Да. может быть, даже если баллы у этого прыжка не будут выше, чем у других, но это было красиво. Камила Валиева. Поздравляем с возвращением. Все-таки формат замечательный, когда спортсмен в момент выступления может подъехать к тренеру, услышать какие-то наставления. Это здорово. Нигде такого больше нет. Давайте посмотрим в замедленном повторе этот четверной. Чистый. Чистый. Немножко повело назад, но не так сильно, поэтому справилась. Луц, Оллер, Сальхов. Ну вот к Луцу могут придраться немножко судьи. Да? Могут, потому что она все-таки дала повод усомниться в чистоте выезда. Что мне все-таки... Какие эмоции все-таки. Что мне нравится, это вот элегантность и основательность исполнения этих прыжков. Дождались. Это правда, дождались. Как она выехала их все, эти прыжки. Это прям... Ну, и она ощущала, что все-таки она не просто так сейчас на этом турнире выступает, что все взгляды прикованы к ней, все внимание к ней. И прямо сейчас мы поговорим с Камилой Валиевой.
Камила, мы мы поздравляем тебя с возвращением. С возвращением. Не то, что всем залом, а всей страной. И мы уверены, что тебе точно есть что сказать нашим прекрасным зрителям. Я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, всем зрителям, всем, кто болел за меня, верил в меня. И ура! Наконец-то я тут. Спасибо вам большое за поддержку. Ну а мы благодарим тебя тоже за то, что ты все-таки нашла в себе силы вернуться. Мы этого тоже очень-очень ждали. Я ждал, когда же я снова начну задавать вопросы одной из самых прекрасных фигуристок нашей планеты. Как ощущения? Скажи быстренько нам, как тебе вернуться? Что ты сейчас чувствуешь? Ощущения потрясающие. Мне кажется, это лучшее, что произошло в моей жизни за все это время. Поэтому я очень люблю этот вид спорта и очень счастлива здесь находиться. Мы очень ждем тебя еще на соревнованиях дуэтов. И завтра, конечно же. Поэтому давайте, зал, поаплодируем еще раз нашей Камиле, и мы тебя отпускаем отдыхать и восстанавливаться. Ну и, конечно, мы передаем слово нашим ведущим Анне Щербаковой и Алексею Гудину. Уважаемые дамы и господа, встречайте участниц второй разминки. Мария Захарова. Александра Игнатова. Софья Муравьева. Анна Фролова. Дина Хуснутдинова. Разрешена трехминутная разминка. И следующие 5 участниц на льду: Мария Захарова, Александра Игнатова, Софья Муравьева, Анна Фролова и Дина Хуснутдинова. Саша Игнатова теперь супруга, мать. И ее возвращение на этом турнире — это тоже, конечно же, важнейший инфоповод, который тоже будоражит умы и сердца всех болельщиков. Мы очень ждали и тоже ее очень сильно поздравляем и с пополнением, и с возвращением, вообще со всем. Надо сказать, что, может быть, Александре, ну, как бы его называть, Трусовой или Игнатовой? Давай договоримся. Давай, Игнатовой. Что Александре Игнатовой, может быть, даже и сложнее возвращаться, чем Камиле Валиевой. Так, физиологически, да, все-таки. Определенно, такое. точно. Кстати, давайте поздравим Михаила Калиду с пополнением его семейства. Спасибо. Да, теперь рядом со мной. Теперь на комментаторской позиции не один отец, а 2 отца сидят. Так что... это тоже, безусловно, событие, и Сашеньку мы тоже все очень ждали, и болельщики. Посмотрим, что она продемонстрирует. Как ты, кстати? Все хорошо? Все замечательно, Ну, отлично. спасибо, да. У нас также в этой разминке, как будто бы, знаешь, кто возвращается, мы тех только приветствуем. Конечно, нет. Всех мы, тем, кто целый сезон уже откатался, и чемпионат России и отпрыгал, как вот Мария Захарова стала бронзовым призером совсем недавно. Им тоже непросто, да, сезон этот тащить на себе. И вот они выходят на эти соревнования и в такой отличной форме и демонстрируют нам такие интересные элементы.
Анна Фролова на ваших экранах. Она в интервью сказала, что будет делать ставку на чистое исполнение. И это действительно единственный выход, который остается, потому что очень многие девчонки прыгают тройные акселя, четверные тулупы, четверные луцы. И бороться можно только идеальным исполнением. Например, каскада тройной луц, тройной ридбергер. Ну вот интересно, в призы без элементов ультра-си точно можно попасть, потому что та же Анна Фролова, она же призер прошлогодней чемпионата по прыжкам. Но вот можно ли стать победителем без ультра-си, это уже вот вопрос. Но победителем вряд ли. Софья Муравьева, серебряный призер прошлого года, ученица Алексея Николаевича, Татьяны Николаевны Мишиных. Второе место тоже без ультра-си. С тройным акселем. Ну, Все-таки это считается ультра-си. Ну, а в этом сезоне был у Софьи тройной аксель? Нет, в этом сезоне нет. Вот я больше про этот сезон. Соответственно, давайте думать о чемпионке прошлогодней Аделии Петросян. У нас здесь нет сегодня. Она готовится к Олимпийским играм, уже, наверное, уехала туда. А мы вот все здесь. И тоже ей шлем отсюда лучи добра. Нашей действующей пока еще обладательницы титула прыжкового турнира. Итак, Мария Захарова. Мария Захарова. Ученица Анны Царевой. Четверной тулуп Олер, тройной Сальков. У меня есть ощущение, что вот она прыгнула в тулуп, а потом все-таки решила прыгать дальше каскад. Тебе не показалась комбинация? Нет? Ну, как будто, да, было время на Такое подумать. прямо мгновение какое-то. Сделала все-таки ставку на комбинацию. Ну, Хороший ладно, каскад, хороший дорогой. получился, да. А как вот судьи расценят выезд вот этот вот с поднятой ногой? В плюсике. Все в плюсике? Все в плюсике. И еще один четверной тулуп. Иногда Мария, конечно, так падает, Ой-ой-ой. когда что-то не прям получается. Что... За бок схватилась. И Больно вот- на косточку упала. Да, все-таки сделала еще один. Так, и нужно успеть 10 секунд. Что-то еще Тройной там луц. прыгать. Всю программу успела отпрыгать. Ну что, тройной луц тоже стоит баллов. Приветствует ее Елена Водорезова и Анна Царева. А что она, интересно, еще хотела сделать, получается? Так вот она схватила за голову, то, что упала там четвером, но она же все успела сделать. Успела. Вот сейчас идет бурное обсуждение. Мария всегда такая серьезная, конечно. Четверной тулуп. Чистый, высокий. И тройной Сальков. Эффектно. Сложный выезд. Ну, такой, другого такого мы не видели сегодня. Что не так было? Чуть-чуть Навскидку. на ноге не стояла, поэтому и упала. У нее корпус был достаточно сильно наклонен вперед, и на выезде плюхнулась. Выезд, Да. выезд зачастую зависит от въезда в прыжок. Потому что на выезде уже что-то сделать очень сложно. Там спасти как-то прыжок, особенно когда корпус назад идет, это практически нереально. 34 балла. Очень Да, хорошо, очень отставание плотно. микронное от Алисы Двоеглазовой. Ну и мы увидели 2 четверных тулупа. На лед приглашается Александра Игнатова. Александра Игнатова. Тройной луц, Олер, тройной Сальков. Тройной флип. Сольный прыжок есть, каскад есть. Сейчас можно рисковать.
Еще один тройной луц. Вот обозначено, что на флипе вопрос с ребром, да? Яшка Да, стоит. да, буква Е — это То есть, ребро. Стоит ли что-то переделывать? Но я так понимаю, за оставшиеся 10 секунд еще можно сделать какой-то прыжок, чтобы он был весь в плюс, потому что сейчас один из прыжков флип в минусе по судейским оценкам. Нет, И уже точно не успевает. Не успела. Ну что ж, чемпионка России, серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы. С возвращением Александра. Вот буквально через 6 дней будет полгода, как она родила сына. А сегодня уже выступает здесь, на чемпионате России по прыжкам. Полгода всего. Всего полгода. Невероятнейшие, конечно, эти спортсмены. Это отдельная каста Да, людей. отдельная, абсолютно. Молодчина. Вот если что-то надо, вот есть идея фикс. Все, разобьюсь в лепешку, но сделаю. Ну, так, по-моему, всегда и говорили, в том числе и о самой Александре, что вот она с детства так, в таком характере. Разбиться в лепешку, но сделать. Так все родственники, мне кажется, ее характеризовали всегда. Теперь она в школе Тутберидзе, Сергей Тудаков ее выводит на эти соревнования и потихонечку набирает свою форму, выходит в ритм. И благодаря этим потрясающим соревнованиям и Первому каналу мы увидели и Камилу, и Александру впервые после долгого перерыва. А на льду Софья Муравьева, и она уже прыгнула. Тройной луц, Олер тройной Сальхов. Ох, как красиво выезжает. Тройной флип. Ну, Софья просто верх элегантности, конечно. И еще один тройной луц. Прекрасно, еще целых 45 секунд. Сегодня на тренировке Софья пыталась сделать тройной аксель. Ага. Кто знает, может быть, сейчас именно на этот прыжок она настраивается, потому что есть еще целых 28 секунд. Да, судя по тому, как... Да, это он. Судя по тому, как серьезно она к этому подходит и какое движение она сейчас сделала на разминке. И... Но, кстати, его, наверное, засчитают, тем не менее, да, но просто с минусом и с падением. И она еще раз пытается его сделать. Второй был чуть-чуть получше. Боец. Тем не менее, это работа на будущий сезон, а может быть и на финал. Поэтому все может быть. Такая тактика Алексея Николаевича Мишина, что на публике попробовать конечно, прыжок, вспомнить его. Еще это тоже очень важно. В состоянии такого мандража, гонки вот этой вот со временем. Это прям то, что надо. Прекрасное соревнование, у которых может быть еще и какое-то вот, прикладное значение, очень важное для спортсменов. Софья не хочет уходить с катка, она прыгает и прыгает, и она снова заходит на тройной аксель и снова падает. Просто пока у вас идут, дорогие зрители, замедленные повторы, мы здесь на стадионе видим, как Софья продолжает попытки тройного акселя, но уже нужно заканчивать, потому что следующая спортсменка уже на льду. Анна Фролова такая: что происходит? Почему я уже здесь? Я должна быть одна. Да, Софья все не уходит. И все пытается и пытается. Возможно, кстати говоря, это тоже тактика. Сбить своих конкуренток, спортсменок. Да, Фролову сбить сейчас. Вот. Только этим и озабочена Софья Муравьева, чтобы сбить Фролову. Но мы же не знаем всех замыслов Алексея Николаевича. О, это прям, да, может быть. Анна Фролова.
На лед приглашает Анну Фролову, она уже прыгнула свой первый каскад. Но этот прыжок не пойдет в зачет. Засчитали? Не зачет. Ей как раз сейчас кричат, что это не зачет. Раньше времени стартануло, получается, да? Должен быть вот этот вот сигнал, и Да. после него только Да. идет отчет, вне зависимости от того, объявили тебя или не объявили. Тройной луц. Тройной тулуп. Красиво. Сделала лучше, чем первую Лучше. попытку. Евгений Рукавицын. Тройной флип. Эх, к сожалению, села после флипа. Она сама признавалась много раз в интервью, что флип для нее это такой достаточно сложный прыжок. Лут сорвала. Да, нехорошо, конечно, получилось с этим вот преждевременным стартом, но, Ридбергер есть. конечно, вся программа отпрыгана в зачет, да, 2 прыжка и каскад, то, что минимум требуется, но не на те баллы. Обидно. Кто знает, может быть, все-таки это Софья Муравьева сбила ее. Ну, такая ситуация странная немножко получилась, да? Да. Не объявляли. 10 раз они говорят, что только после объявления. Ну, я думала, оценки сразу отправили. Ну вот, видишь, как раз об этом Видишь, говорят. не объявляют. Не надо было прыгать. Сбил этот каскад, безусловно, ситуацию. Хоть и следующий каскад получился лучше, но это все-таки энергозатраты и время, и все на свете. Обидно. Да, потому что сам прыжок, он очень короткий, но нужно время, чтобы еще сделать разбег, нужно время, чтобы там подышать как-то, успокоиться, и это все очень бывает не кстати, что нужно прыгать, потому что таймер идет, его уже не остановить, но ты еще пока не готов. Да. Зачитывается не чистое время, а общее, поэтому все твое пребывание на льду улетучивается в никуда в данной конкретной ситуации. Ну, сейчас оценки, конечно же, будут не очень высокими. К сожалению. Так, в шестерку не попасть. Даже несмотря на то, что участников только 10, все равно конкуренция имеется. Валентин Молотов также на ваших экранах. Еще один тренер группы Рукавицына. За элементы набирает 19,81 балла. На данный момент занимает Главное, с улыбкой. С юмором. 19, не 18. Ну да, Анечка, обидно. на лед приглашается Дина А впереди Хуснутдинова. выступление Дины Хуснутдиновой и Тройной аксель, тройной аксель. одинарный аксель. Одинарная хотела 2 тройных или потом второй двойной? 2 тройных. Тройной аксель, Тройной сольный. аксель. Но она может же и каскад еще повторить. Тройной луц. Так, Так, 2 сольных прыжка отдельными, есть. да, сольными прыжками разделалась. И Ну, в принципе, и 40 каскад секунд. есть. есть, Но да, он кстати. Некоторые, оценивается может не быть, очень высоко. некоторые такому каскаду позавидовали бы, но тем не менее. Тройной Аксель. аксель. И еще один тройной аксель. 2 тройных акселя, блеск. Шикарно. Да, на простых соревнованиях у девушек такого каскада ты не увидишь. Это только на турнире по прыжкам. Только на чемпионате России по прыжкам вы можете увидеть, как спортсменка выполняет 2 тройных акселя подряд в комбинации. Невероятное зрелище. Супер.
Много акселей, да, напрыгала? Ну, это ее коронный прыжок. Да, действительно, когда Дина делает тройной аксель, это выглядит настолько легко, что, в общем-то, можно назвать это коронным прыжком. Вот, кстати, если сравнивать выполнение ее прыжков, я имею в виду чисто стилистически, эмоционально с прыжками Софьи Муравьевой, Соня сделала из всех прыжков, ну не шоу, а вот какую-то такую виньеточку, да. Дина была сдержана немножко, да, опущены глаза немножечко, так суховато. Это при том, что когда она катается, она очень такая, я имею в виду в программах, да, там в произвольной, очень изящная, пластичная фигуристка. Здесь так сухонько. Ну, здесь Интересно, задача сделать как прыжки. это оценивается? Вот она и настраивалась на прыжки. Но на судьи это же может повлиять дополнительно? Ну, возможно, может быть, да. Полуплюсик. Но все-таки Софья Муравьева постарше, поопытнее и как-то презентует себя, несмотря на то, что это прыжковый турнир, не забывает о фигурных катаниях. И она на третьем месте, и 6 прошедших в полуфинал на ваших экранах. А впереди Максим Троньков. Интервью. Ну что, дорогие друзья, наши одиночники завершили. Впереди нас ждет состязание дуэтов, самое интересное. Ну а пока что мы хотим дать слово еще раз нашей Татьяне Анатольевне Тарасовой. Татьяна Анатольевна, ваша похвала, критика. Мы хотим знать все, что вы думаете. Все, что я думаю про этот турнир, про то, что я вижу, мне лично очень интересно, потому что проходят соревнования, это одно, и мы видим то, что они включают в короткую или в произвольную программу. А здесь мы видим то, что будет, то, что есть сейчас, и то, что будет на следующий год. И на следующий год, вот я прям умираю, как мне хочется, быть на соревнованиях по одиночному катанию женщин. Потому что мне кажется, что технически это будет прямо ах как. Татьяна Анатольевна, не могу вас не спросить про долгожданное возвращение Камилы. Может быть, вы что-то особенное хотите сказать и пожелать этой спортсменке? Ну, здесь все особенное. Так никто не возвращался особенно. И то, что я сегодня вижу, я вижу, что она владеет всеми элементами, которыми она владела раньше. Несколько лет тому назад. Это большая разница. Она очень выросла. Она стала другой, да. А прыгает она так же легко и многооборотно. Не то, что этого не боится, а просто показывает нам образцы лучших прыжков. Ну, я думаю, что мы будем за нее болеть, конечно, за такого человека, у которого есть желание возвратиться опять к такой тяжелой работе, к таким тяжелым тренировкам, не мне вам рассказывать. Вот, и я хотела бы, чтобы она вообще по-новому засверкала. Очень важно, какая будет программа и что в ней будет делаться. Ну а сиять Камила будет 100%, и мы будем ей в этом помогать. Спасибо вам большое за вашу оценку, Татьяна Анатольевна. Ну и мы передаем слово нашим прекрасным ведущим Анне Щербаковой и Алексею Ягудину. Итак, женский четвертьфинал завершен. Получилось драматично, впрочем, как и всегда. К сожалению, по регламенту турнира часть спортсменок выбывает из борьбы. Девушки, спасибо вам огромное за смелость и за то, что держали нас в напряжении вот прям до последнего прыжка. И, конечно же, удачи в новых стартах. Ну а мы поздравляем 6 лучших спортсменок сегодня. Они выйдут на лед в завтрашнем полуфинале. Вот те, кто проходят дальше. Наши поздравления Алисе Двоеглазовой, Марии Захаровой, Дине Хуснудиновой, Камиле Валиевой, Дарье Садковой и Софье Муравьевой. И перед тем, как мы уйдем на небольшую паузу, обязательно хочу сказать, что дальше в нашем турнире премьера. В борьбу вступят неожиданные дуэты. А у нас небольшая пауза на заливку льда.
Совсем скоро вернемся и продолжим. В борьбу вступят дуэты.